Вы хоть раз видели такое, чтобы человек одновременно с двух гаубиц стрелял по габионам? Который 8 метров в длину, 3 метра в высоту. PlayStation и квадрокоптер мы разыграли. В этот ненастный и замечательный день случилось кое-что важное. Один парень решил мне бросить вызов. Он построил охренеть какие здоровые габионы и утверждает, что я не смогу их пробить. Ты ведь это утверждаешь? Я считаю, что ты не сможешь пробить это. Но это не просто парень, у него есть долбанный советник. Это голубь. Этот парень не просто любитель голубей, он еще и любитель красоток. Посмотрите, сколько он их пригнал. 3! Хотя не такие уж они и красивые. Я бы сказал, даже страшненькие. Поаккуратней со словами, парень. Вообще-то у них имена есть. Джессика, Моника, Люси. Люси? Почему Люси? Нормальное имя. Так что же ты предлагаешь, злодейский злодей? Я предлагаю тебе сделку. Если ты уничтожишь все 3 манекена, Твой голубь, кажется, не согласен с этим. я подарю тебе квадрокоптер. И я подарю тебе PlayStation. Неплохая сделка, я считаю. Но знаешь, я бы предложил следующее. Если я уничтожу все эти 3 манекена, то PlayStation и квадрокоптер мы разыграем в нашем телеграм-канале «Крупнокалиберный переполох». Ссылочка на весь экран вот здесь. Что ж, предлагаю показать тебе, чем я собираюсь сделать это. Ты никогда не сможешь это пробить! Так, эти сетки сделаны явно для того, чтобы бороться с камикадзе. А вы знаете, вообще-то у меня есть камикадзе, и первым делом я попробую засадить вот этой красотке. Я не про то, что проходит мимо, а вот про ту сверху. Попробую засадить камикадзе. Действительно ли сеточка спасет ее? А вот здесь уже придется постараться. Эти габионы, они ведь типа каждый метр на метр. Здесь грунт, его здесь много, и в одном выпуске я уже стрелял по ним, знаете ли. А вот до этой красотки, чтобы добраться, я даже не знаю, что придется применить. С той красоткой я точно справлюсь. Самую большую проблему представляет вот этот вот практически сверхтяжелый дот. Американцы, знаете, любят такие конструкции. Они их хорошо защищают, там делают пулеметные гнезда и все такое. Да, тут придется работать, возможно, даже дуплексом. И я сейчас покажу, что я для этого случая притаранил. Похоже, мне понадобится помощь моего старого железного друга. Давненько его не было в нашей программе. Знакомьтесь, это Bishop. Роботы для эвакуации, которые мы делаем, собственно говоря, сами. Они сейчас на Старлинке, так что расстояние для них абсолютно не важно. На любое расстояние едут. Дружище, как дела? Братулец, рад встрече. О, давненько тебя не было. Да, Кстати, давайте посмотрим, что он тут притаранил. давай. Это 10-дюймовый дрон, который таскает термобарический боеприпас ТБК-7В, то есть поросенок. Поросенок, знаете, наведет свинство, это я знаю точно. Дальше будет М-72 ЛАВ. Лучший, на мой взгляд, гранатомет — это американский гранатомет, который на моей памяти впервые в лоб пробил танк Т-72. РПГ-30 «Крюк». Вообще-то он разрабатывался против активной защиты, типа Афганит и все такое, который навстречу выстреливает, но таких танков я еще пока даже не встречал. Еще у меня есть Bolt Spike, это, знаете, родина этого, как его там, Болгарин, короче. Это РПОА «Шмель». В общем, да, термобарический вакуумный взрыв. И если вы скажете, типа, что-то маловато для габионов, на этот счет у меня есть дуплекс. Да, сегодня я планирую выстрелить из гаубицы Д-30, да не из одной, а сразу из 2. Вот они, 2 красоточки. Стрелять буду вот так. Что там сказал этот парень и его голубь? Ты никогда не сможешь разрушить это.
начнем с камикадзе. Работаем, братья! Так, вот она, красоточка! Работаем! Я, походу, попал! Я, походу, попал! Это был термобарический взрыв. Габион-то не разрушился. Женщина. Черт. Прикиньте, вообще у нее никаких проблем нет. То есть вы что хотите сказать? Что нам нужно поменять начинку камикадзе? Я предлагаю так и сделать. Следующий камикадзе будет кумулятивным. Надо проверить, в конце концов, на что способны эти габионы. Бойцы, внимание, сложнейшая операция на подходе. И это 8 марта, как вы понимаете. Задача ясна. Выбрать подарок, который попадет прямо в сердечко, и не окажется просто формальностью. Хочется чего-то не банального, непредсказуемого и действительно приятного. Разведка, кстати, докладывает, что ситуация критическая. Вариантов много, но гарантий 0. Ошибешься, попадешь под тяжелую артиллерию разочарованного взгляда. Времени критически мало. На раздумье его особенно все меньше, а чувство тревоги все больше. И вот ты стоишь перед выбором, будто сапер перед проводами. Но без права на ошибку. Красный или синий? А может быть... Так, это не то. Это стратегический запас сока чая. А сока чая — это что? Это тепло и забота. Это уникальный чай, пропитанный соком фруктов. Чай зеленый, пропитанный соком имбиря с кусочками имбиря и годжи. Кто-нибудь знает, что такое годжи? Я вот не знаю, но я собираюсь это попробовать. Он не только вкусный, но реально полезный, потому что без лишнего сахара и искусственных добавок. С таким подарком точно не промахнешься. Сока-чай — это напиток с мировым признанием. 2023 признан самым инновационным напитком на Go Food Дубае. 2024 вошел в топ лучших на Ciel в Париже. 2025 получил золото в инновации на Prod Expo в Москве. Ну, короче, если ты хочешь подарок с реальными боевыми наградами, это он. Этот чай, ясное дело, не берется с неба. Его готовят по особому регламенту в джунглях Вьетнама. Свежий имбирь проходит спецподготовку. Его очищают, нарезают кусочками, смешивают с чайными листьями, чтобы те пропитались соком, а после чего разделяют и сушат. Ананасы проходят ту же школу выживания: очищение, нарезка, пропитка и сушка. Затем все это попадает в Россию, где добавляются ягоды, фрукты и душистые травы. В итоге элитный состав для успешного выполнения операции 8 марта. Чтобы раскрыть полный боевой потенциал, заваривать сока-чай надо строго по уставу. 2 столовые ложки в чайник без сита. 600 мл кипятка залить и ждать 15 минут. Не больше. Все как в тактической подготовке. Терпение, точность решают исход операции. А результат... глубокий пряный вкус, который заряжает лучше утреннего построения. Особенно в наше-то время лучше вообще не строиться. Сока-чай можно купить в продуктовых магазинах «Перекресток», «Лента», «Глобус», «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и «Метро». А особенный подарочный набор доступен только на Озон и Wildberries. Так что, дружище, не промахнись. Выбери сока-чай. Дарите тепло и заботу даже в самых экстремальных условиях. Заказать можно по ссылке в описании. Стоп, стоп, стоп! Условия сделки меняются. Может, мне поможет кто-нибудь? Да подожди. Поставь женщину-то в покое. Что ты хочешь сделать-то, я не пойму. Там была сеточка одинарная, а здесь двойная. Не попробую вот так вот пробить ее. Ладно. То есть
Ты хочешь сказать, PlayStation я еще не выиграл? Нет. Нет. Ладно, ладно. Да будет по-твоему, злой гений. Поможет мне кто-нибудь или нет? Да поможем мы тебе, поможем. Давай, парень, ты сможешь. Кумулятивный боеприпас и осколочный. Влево кумулятив, вправо осколочный. Поехали. Юху! Бам! Есть! Это был кумулятивный боеприпас. И посмотрите, сетка фактически сам камик сдержала. Вот от него запчасти, он разлетелся в разные стороны, Так, а что случилось здесь? Почерневшие ноги! В рот мне ноги! Ей вырвало туловище! Где оно? Смотри, кумулятивная струя даже сюда каким-то образом добралась. Чего? А! Горячо! Плохо, плохо, плохо. Неважно. Сам камикадзе дальше бы точно не пролетел, но если бы человек стоял рядом с ним, то его постигла бы участь этого манекена, манекенщицы. Надеюсь, я хоть что-нибудь выиграл. И еще разочек! Мать моя женщина! Как делишки, Страшко? Вот это мне показалось очень похоже на Гретту. Блин, а? Все прям как доктор прописал. А знаете, что это было? Это был осколочный боеприпас. Я ведь тоже умею хитрить. Если с кумулятивом так получилось, надо было использовать осколочек. И таким образом у нас был сегодня термобар, осколок и кумулятив. И мы посмотрели, на что способны габионные сетки. Но как так вышло? Как так вышло, что эта женщина, стоя в... Эта манекенщица женщина стояла фактически в 2 метрах от места подрыва, и они ведь зашли сбоку. Смотрите, одна часть разворотила габион, вторая попала вот сюда в серединку, и по сути, я помогу нашему габионному парню, по сути, если бы вот таким вот устройством защищали какой-то объект, это, наверное, на каком-то расстоянии бы его спасло. Да, этой девушке не повезло. А, кстати, кто трогал ее за грудь? Ладно, у этой хотя бы грудь уцелела. Так я вообще выиграл что-нибудь или нет? Отдашь мне что-нибудь уже? Ну, допустим, я отдаю тебе квадрокоптер. Ладно. Я думал, PlayStation. Окей, стало быть, время пришло. Или, так сказать, дело за малым. Разбомбить основной большой габион, который 8 метров в длину, 3 метра в высоту. Эта манекенщица не выглядит уж такой счастливой после того, как участь ее подруг, возможно, ждет и ее. Но, знаете, сетки ведь пустые не то же самое, что пробивать габионы этого злодея. Потому что здесь фактически 1,5 Трампа. Знаете ведь, что он 1,90 м? Эта девушка выглядит уже не такой счастливой. Хотя сейчас-то придется попотеть. Потому что метр на метр каждый из них придется пробить, чтобы добраться до этой красотки. В конце концов, габиона маскирует ведь ее, правильно? А мне нужно ее уничтожить. Ну или хотя бы, чтобы осталась грудь. Плохо, плохо, плохо. Неважно. Дела у меня очень плохие. Этот чел настоящий маньяк. Он нас обанкротит. Между прочим, это героический Бишоп. Он уже спас нескольких человек от смерти. В прямом смысле этого слова. И эти истории вы можете узнать в нашем телеграм-канале «Крупнокалиберный переполох». А теперь время пострелять из гранатометов, и я подойду на дистанцию 50 метров. Ты как, не замерз? Да нормально.
М72 Лав, канадский вариант. В модификации М72 А5С1. Канадский, стало быть. Я думал, канадцы только в хоккей умеют играть. Не только. Что ж, поехали. Пробивает 350 миллиметров брони. Сейчас и посмотрим. Откидываем крышечку. Взводим. Блин, слушай, а? Кажется, да. О, целик появился. Бам! Бам! Ну хотя бы попал. 350 миллиметров пробивает или метр габиона. Ха, неплохо. Нет, с ней еще ничего не произошло. Ее можно починить. Она просто упала, лежит, отдыхает. По правилам, ее должно разорвать на куски. То есть никаких частей тела, ты имеешь в виду, не должно остаться, да? Конечно, дорогая. Все, перестань ее трогать. Смотрите-ка, что получается. Это... Как там ее звали? Джессика. Джессика. Как-то она... Подкоптила ее, конечно, но она жива. Вот видите, чуть-чуть по плечику тут ей попало. Здесь зияет дыра, а она, как ни в чем не бывало, значит, потакая своему хозяину, собирается дальше противостоять мне. РПО «Ашмель». Это будет такой вакуумный взрыв. Большой вакуумный взрыв. В помещениях хорошо работает, на габионах, честно говоря, не знаю, как сработает. Но, в общем, подзамерз чуть-чуть. Ну да ладно. Работаем! «300 метров, кажется, многовато. Блин, ладно. Нужно было брать 200. Болгарский термобар. Сегодня один, извини, очень быстро разбирают. В общем-то, тоже термобар, но только чуть меньше. Этот парень просто сумасшедший. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Ладно. Окей. Сразу видно натовское говно. РПГ-30 Крюк. Здесь фальш-ракета, а здесь тандемный боеприпас типа 7ВР. Знаешь, сколько пробивает? Сколько? 600 миллиметров брони. Сколько? Да ты охуел! Ну, не я, а он. Ладно, работаем, братья. Вот это уже рабочий вариантик. Вот это уже неплохо! Жара! Что ж, ладно. Я могу сколько угодно повышать калибры, но, похоже, этим габионам просто нужен другой калибр.
И знаете, такой калибр у меня есть. И даже не один, а целых два. Вы только гляньте. Охренеть! Чего? Смотрите, РПГ-30 Крюк упал вот здесь. Вот от него вот этот вот фальш этот. А вот здесь он взорвался. И обронил здесь своим присутствием все. Шмель улетел дальше, к моему большому сожалению, и не попал. Ну, в общем, как вы понимаете, женщина как стояла, так и стоит. В конце концов, я ведь стараюсь не подводить своих подписчиков, хоть я и мажу иногда. Но пришло время засадить сюда сразу же из двух гаубиц D30. На кону стоит PlayStation 5, который выиграет кто-то из вас в нашем телеграм-канале «Крупнокалиберный переполох». Погнали! Бишоп уже притащил снаряды. Это кумулятивное пробитие. Работаем. Досылатель. Есть. Готово. Один и второй. Проверим наводочку. На кону PlayStation, господа. Погнали! $333! Ни хрена! Женщина-то как там моя? PlayStation, думаешь, уже придется отдавать? Извини, братишка, посмотрим чуть позже. Сейчас будем добивать твои габионы. Ха! Надеюсь, твой голубь с ума не сойдет до этого времени. Манекен выжил, а это плохо! Надо стрелять еще раз! 333! Оу! Оу! Заряжаем еще раз! 333! Ау! Габионы очень крутая штука. У меня кумулятивные боеприпасы, то есть они пробивают значительно больше, чем РПГ, например. Но этот манекен просто стоит какого-то черта. На счету где моя PlayStation, блин? Я очень люблю сам играть в PlayStation, братан, поэтому извини. Ты за это заплатишь. Я так это не оставлю. 333! Четыре выстрела, 8 снарядов, 122 миллиметра, пушка Д-30. Разгневанные команданты, уже не такой разгневанный, потому что, похоже, братишка, Ладно, твой голубь опечалился. Я не буду менять правила. Ты победил. Красава! PlayStation наш, друзья! Переходите в крупнокалиберный переполох в чат Telegram. И подписывайтесь на секретный канал. Но секретный канал это только для избранных. Но в основном канале мы разыграем PlayStation и еще кучу нашего мерча, связанного с кофе, худи, кепочками и так далее. И все это получат счастливчики. А сейчас
в честь нашего замечательного противостояния мы, пожалуй, помиримся. Голубь твой. Это голубь мира, наверное, да? Голубь, да, у меня есть катапка для него. Может быть, мы ее взорвем или все-таки оставим. Он молодец. Он молодец все-таки. Голубь? Ну, Да. Я предлагаю сейчас еще раз выстрелить в габион в основной. 333! Что ж, друзья, с вами крупнокалиберный переполох. Пойдем посмотрим, что случилось с этим габионом и, в конце концов, что случилось с грудью, которая так волнует моего приятеля. Я имею в виду с грудью манекена. Ха-ха! Ух! Так. Похоже, против Д-30 противопоставить нечего. Где-то там внутри стоически превозмогая боль, крадется на одной груди маленькая манекенщица. Но, знаете, я думаю, она вот же она. Только не говори, что она жива. Габионы в хлам, но поверьте, эта девочка пережила практически Вьетнамскую войну. Или как там было в меме. Да, выглядит не очень, согласен. Но я попытаюсь ее спасти. Эй, габиончик, где ты там? Вытаскивай свою эту женщину. давай сюда, красотка. Ну смотри, в принципе... Но я могу так сказать, верхнюю часть можно использовать. Да. В качестве манекена, во всяком случае. Ногам все. Видите, ноги это. Ну, смотрите, если бы это был человек... Ладно, если бы это был человек, то это был бы полчеловека. Во всяком случае, вы смотрите, она ведь чумазая. И претендует на... Ты претендуешь с точки зрения актерской игры на премию Малина, а она на премию Оскар. Иногда может быть так плохо, что хорошо, да? Это хорошо, согласен. Вы посмотрите, что случилось-то, а? Сегодня мне много кто помогал. Гаубицы, Д-30, кое-какие РПГшки. Честно говоря, со шмелями вышла какая-то незадача. Но посмотрите, что произошло. Когда дуплексом лупит богиня войны, Д-30, артиллерия, это просто... У меня нет слов. 4 таких залпа, 8 снарядов и ничего не остается. Кое-что еще осталось. А? Кое-что еще осталось. Не, братишка, правила менять уже поздно, если честно. Ты уж извини, но у нее мизинца как минимум не хватает. Ну да. Ладно. С вами был крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интересней. И, кстати, да, не забудьте подписаться в крупнокалиберный переполох в наш телеграм-канал, потому что именно там мы разыграем PlayStation и квадрокоптер. До скорого.